Всем нашим зрителям музыкальный привет! Вы на канале «Давай запишем», в студии Александр. Друзья, сегодня мы с огромным удовольствием знакомим вас с настоящим произведением искусства от компании SE Electronics. Внимание! Профессиональный USB микрофон SE Electronics Neom. Начинаем. Не просто так в шапке этого ролика мне захотелось употребить такие сладкие эпитеты в адрес этого микрофона. И я уверен, что сейчас мой восторг разделит подавляющее большинство наших уважаемых зрителей. Начнем с упаковки. На самом деле, когда за последнее время тебе встречаются подобные продукты, которые упакованы или в самый что ни на есть дешевый блистер, или в лучшем случае утоплены в кусок поролона, то всякого рода анбоксинги и анпакинги просто теряют всякий смысл. В том числе по причине отсутствия эстетической составляющей. Вот здесь, товарищи, ситуация совершенно другая, и не сделать вскрытие я просто не имею права. И это отнюдь не для того, чтобы показать, как тут все безумно красивенько. Это демонстрация того, с каким уважением производитель относится к своему потенциальному потребителю и как бережно относится к своему продукту. Итак, начнем. Две наклеечки. Красиво. Книжка, в которой на последних двух страничках вы увидите краткое описание, технические характеристики, совет по наилучшему расположению микрофона, а также адрес техподдержки, страничку регистрации и то место, где вы скачаете необходимый драйвер для корректной и полноценной работы микрофона. Но самое интересное это то, что все это вы сможете прочитать на русском языке. За что большое спасибо компании SE Electronics. Дальше убираем вот этот аккуратный поролончик и видим, что микрофон находится где-то там. Но прежде вытаскиваем вот эту коробку, вскрываем ее и находим тут вот такую оригинальную настольную подставку. Во-первых, это прям железо. Во-вторых, смотрите, на каждой ножке аккуратно приклеены резиночки. И значит, эта стойка никуда у нас не поедет. Плюс то место, куда очевидно накручивается держатель, тоже имеет резиновую шайбу-прокладку для более мягкой и плотной фиксации. Ну, просто круто. Дальше. Вот в этих боковинках у нас прячутся держатель с переходником и кабель Type-C Type-A длиной 1 метр 20 сантиметров. Ну и наконец извлекаем из коробки самое главное. Любуйтесь, товарищи, и заодно наблюдайте, насколько тут все сделано аккуратно и качественно. Кстати, весит он 445 граммов, что, в общем-то, не очень мало. И это прямо указывает на то, что дешевых материалов при его изготовлении, судя по всему, не использовалось. Давайте я его сейчас установлю на стойку и продолжу рассказ об этой красоте. Ну а теперь о цифрах, возможностях и органах управления. Значит так, направленность у этого красавца кардиоидная, капсуль 16-мм конденсаторный электретный, частотный диапазон 20-20 тысяч, по цифрам 24 бит и до 192 кГц. Подключается он снизу. И напоминаю, что прежде чем это сделать, надо зайти на сайт производителя и скачать необходимое программное обеспечение. Кстати, там есть драйвер и на 7, и на 11 винду. Ребята позаботились. Продолжаем. Все управление находится на лицевой стороне. Верхняя ручка – это, собственно, уровень усиления сигнала. Запаса здесь, надо сказать, очень и очень много, так что можно смело вещать на достаточно большом расстоянии, если, конечно, не боимся отражения от стен и потолков. Что касается близкой работы в микрофон, то тут надо быть очень аккуратными с взрывными согласными. Или вообще будет лучше использовать поп-фильтр. Повторю, микрофон очень чувствительный. Кстати, уровень сигнала здесь имеет подсветку. Зеленый свет – это значит все окей. Красный, ну, сами понимаете. Ну а следующих два фейдера – это наш с вами мониторинг.
Первой ручкой определяем порцию громкости микрофона в наушниках, второй соответственно минусовки. Надо сказать, что такой вариант является достаточно гибким и в любом случае позволит обеспечить идеальный баланс при записи. Наушники у нас тут подключаются мини-джеком сзади, и по поводу громкости ее вам точно хватит. Во всяком случае, мои домашние 63 Ома орали как положено. Так, информации, наверное, уже более чем предостаточно. Надо бы вам уже и послушать, как этот самый не-ом звучит. Для начала давайте я попробую проговорить какой-нибудь кусок текста на расстоянии сантиметров 20, а потом уже и что-нибудь спеть, близко и с поп-фильтром, чтобы вам иметь полное представление о том, что и как тут со звуком. Итак, драйвер скачался, в Cubase включился, можно приступать к работе. Созданный для производителей контента, стримеров, подкастеров и музыкантов, не-ом USB отличается самой низкой задержкой в своем классе и широкой совместимостью со стандартными отраслевыми приложениями для записи и бесперебойного рабочего процесса на разных устройствах. Кардиоидный капсуль не-ом USB, созданный на основе известных конденсаторных микрофонов SE, обеспечивает высокую четкость и сфокусированный захват звука. Его фронтальный дизайн и специально подобранная кардиоидная диаграмма направленности гарантируют минимум нежелательных отражений в помещении, поэтому с ним можно записывать или выходить в прямой эфир в любом месте, в любое время и достигать впечатляющего качества звука. Что ж, теперь давайте установим его на обыкновенную микрофонную стойку и попробуем чего-нибудь спеть. Давай останемся детьми, пускай любовь хранит наш дом. Давай придумаем свой мир и убежим туда вдвоем. Твоя любовь, как первый снег, укроет наш волшебный сад. Едва коснусь твоих волос и прошепчу о том, что время не властно. Будет вечность гореть огнем. Я знаю, все не напрасно, пока мы будем с тобой вдвоем. Ну что, друзья, делаем выводы. И первое, что хотелось бы сказать в общем, это то, что бренд SE Electronics был, есть и остается на весьма достойном уровне. Вот даже взять наш парк микрофонов или учесть то, что мы можем себе позволить взять любой микрофон для любых целей, и SE Electronics у нас на первых боевых позициях. К примеру, T2 у нас уже трудится лет 10, аж с 2012 года, и менять на что-то другое нет никакого желания и смысла. Или тот же SE4, который мы используем в паре, и которым подзвучивалось все, что только угодно, и абсолютно без каких-либо претензий. И что ж говорить про настоящего вокального гения 2200T. На мой взгляд, один из самых удачных и универсальных вокальных микрофонов. Одним словом, бренд остается брендом и продолжает нас радовать своими новыми продуктами. Я уверен, что впечатлений у вас сегодня, как и у нас, предостаточно, и они наверняка только позитивные. Кроме того, никак нельзя не отметить тот факт, что SE не кинулись в омут головой, как это сделали многие, и начали наперебой штамповать USB-версии своих микрофонов. И надо добавить, не всегда удачные. Нет, ребята спокойно подумали, взвесили все за и против, понаблюдали за рынком, придумали свою модель USB и, как нам кажется, просто сметут сейчас с рынка очень многих и даже именитых. Конкурировать с ним по звуку, это надо еще хорошенько подумать, кто бы это смог. А что касается стоимости, то это между AKG Lyra и M-Audio Uber Mic, то есть 12 500 рублей. Это оптимальная и более чем реальная цена. Так что, учитывая все и в целом, микрофону точно быть на многих домашних студиях, и заодно снимается головная боль у тех, кто накопил 10-12 тысяч и сутками сидит в YouTube, выбирая себе по обзорам USB-шный микрофон. Ребята, не мучайтесь, смело берите вот этот самый не-ом, точно не ошибетесь и не пожалеете.
Все, заканчиваю, а то сейчас на меня точно посыпется гнев, как на рекламного агента от владельцев каких-либо других моделей и марок. Друзья, пишите о своих впечатлениях, задавайте вопросы, если они у вас появились, и оставайтесь в компании с нами. Всем удачи и до встречи. Всем нашим зрителям музыкальный привет. Вы на канале Давай Запишем, в студии Александр. Не выключай. Слово привет у меня прям очень неприветственно прозвучало. Я так и знал, что в конце я ложанусь, блин. И даже не знаю, что с этим делать.